Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Кто же или что же на самом деле является колыбелью цивилизации? Мы позвали разбираться, а точнее рассказывать нам, скажем так, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института востоковедения Российской академии наук, египтолога Максима Лебедева. Максим, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я так понимаю, что Судан вы тоже знаете не понаслышке, и бывали там тоже много раз. В Судане у нас есть экспедиция совместная российско-итальянская, она работает с 2009 года, ну а я там копаю с 2012 года, как эпиграфист и как археолог. То есть копаете вы везде, поэтому, просто чтобы кто-то скажет, ой, а он же египтолог, а при чем тут Судан? Мы-то знаем, что Лебедев окопался не только в Египте, но еще и в Судане. Давайте, Максим, начнем сначала. Давайте попробуем расшифровать словосочетание «колыбель цивилизации». Что под ним подразумевают? На самом деле, сам термин «цивилизация» довольно сложный, потому что мы можем говорить о европейской цивилизации, о западной цивилизации, мы можем говорить о средневековой цивилизации, о русской цивилизации, православной цивилизации, христианской и так далее. Термин очень многозначный, появляется в XVIII веке для определения новой стадии развития человечества, которая наступила после дикости. Чтобы отделить дикость от чего-то такого более развитого, цивилизованного, появляется термин «цивилизация». Появление термина «цивилизация» в XVIII веке во Франции было очень тесно связано с идеей о том, что человечество развивается поступательно. В конце XIX века идея о том, что нас неминуемо ждет прогресс, как-то померкла, и появился так называемый цивилизационный подход, который продвигался целым рядом исследователей, в том числе Тойнби знаменитым или Шпенглер, которые говорили о том, что на самом деле существует большое количество практически не связанных между собой цивилизаций, которые существуют ограниченное количество времени. То есть уместно здесь сказать, что одной колыбели для всех цивилизаций быть физически и в любом понимании этого слова не может, да? То есть здесь речь идет как раз о какой цивилизации? Мы остановились на 20-30-х годах, цивилизационный подход. Потом в нем опять разочаровались, и сегодня очень многие исследователи вновь говорят о том, что у нас есть некая общая линия развития человечества, на которую нанизаны отдельные цивилизации. Какие-то более связаны между собой, какие-то менее связаны между собой. И в этом смысле, если мы говорим о колыбели цивилизации, как правило, подразумевается то место, где люди впервые перешли от условной дикости, к тому, что мы называем цивилизацией. А что мы называем цивилизацией? Вот это большой вопрос. Колесо. Колесо. Или письменность, или появление городов. Рисунок наскальный – это еще дикость или уже цивилизация? Это появляется еще в эпоху палеолита. Так. Обычно говорят о том, что цивилизация – это некое общество, в котором появляются города, в котором появляется письменность. И, соответственно, письменность является важнейшим атрибутом государства. И в этом смысле у нас есть еще производящее хозяйство. Производящее хозяйство, то есть производство каких-то сельскохозяйственных культур и одомашненные животные. Хорошо, то есть признаки цивилизации вы нам напомнили. Я даже начала вспоминать школьную программу, действительно. И можно ли здесь, в этом моменте, утверждать, что вот все эти атрибуты, все эти признаки цивилизованности в первую очередь появились в Египте или в Судане? У нас есть 7-8 примерно очагов, где цивилизации зародились независимо друг от друга, судя по всему. И в этом отношении Египет ближе к наиболее древнему очагу, который находился, это Юго-Западная Азия, Ближний Восток. Именно там впервые были одомашненные пшеницы, возможно, ячмень, мелкий рогатый скот, возможно, крупный рогатый скот. Все эти культуры, а также животные приходят в Египет извне. Египет не является колыбелью человеческой цивилизации в широком смысле этого слова, который является, судя по всему, территорией Ближнего Востока. Это что конкретно? Ирак, Сирия, Иордания. Так называемая территория так называемого плодородного полумесяца. Мне мысль пришла такая, может быть, крамольная. Можно ли говорить о какой-то цикличности, что сейчас эти территории откатываются далеко назад? Вообще, с исторической точки зрения.
О цикличности, ну да. Дело в том, что многие замечают из древнейших вот таких вот областей зарождения цивилизации, пока только Китай показывает очень такие устойчивые... Держатся на плаву, держатся, но они держатся на протяжении многих тысяч лет. Ну, у них рис есть, да. Как говорится. Шучу. Да. Хорошо. А какую роль играет звание колыбели цивилизации, ну или хотя бы то, что претендует та или иная страна, та или иная территория? Ну, только исторически какой-то орден на груди. Ну, это почетно для самоощущения тех людей, которые живут в этой стране. Но это привлечение туристов, естественно. Да, безусловно. Тут я, знаете, вычеркиваю туризм вот изначально, потому что он на поверхности. Но нам-то с вами хочется благодаря вам и с вашей помощью копнуть чуть глубже. Хорошо. А давайте попытаемся сравнить две страны. Вот вы смотрите, вы про Египет сказали несколько слов, при этом упомянув, что он не является вот в таком классическом понимании колыбелью цивилизации, а про Судан вообще промолчали. Давайте сравним две страны с точки зрения, ну вот как-то вы классифицируете для себя вот в виде дайджеста географии, возраста исторического, археологических каких-то открытий, религиозный, там, государственный строй, историческая ценность, ну и так далее. Вот вам виднее как? Угу. Ну, во-первых, хочу отметить, что да, Египет не является колыбелью цивилизации, но он ходил в такие цивилизационные ясли, которые развивались в этом Восточном Средиземноморье. А что касается Судана, то он находится гораздо дальше от этого региона, и, соответственно, те инновации, которые в Египте появляются на рубеже 4-го, 3-го тысячелетия, даже раньше, на рубеже 5-го, 4-го тысячелетия до нашей эры, в Судан приходят несколько позднее. Хотя нужно понимать, что во времена строительства Великих пирамид, там 26-й, 27-й века до нашей эры, на территории Судана расцветает своя собственная культура. Это сейчас про суданские пирамиды, они потому что древнее, чем египетские. Нет, дело в том, что они, естественно, не древнее. Этому есть ряд доказательств. Ну, египетские пирамиды, они хорошо изучены. Они большие, их виднее. Они большие, они виднее, да, и с ними связан в том числе ряд радиоуглеродных дат, которые можно считать объективными, в отличие от письменных источников, которые субъективны. И они показывают, что пирамиды были созданы, вот первая пирамида Джосера, ну, это вот 27 век до нашей эры, а великие пирамиды Гизы – это 26 век до нашей эры. Что касается... лохматые времена, даже страшно подумать. И самое интересное, что на территории Египта мы видим, как постепенно египтяне подходят и к этой форме, и к тем технологиям, которые будут использованы в великих пирамидах Гизы. Подождите, как сноска, вы говорите, к этой форме? То есть пирамиды не всегда были пирамидальной формы? Ну, есть форма так называемой истинной пирамиды, да, идеальная такая форма, на которую обычно ссылаются, когда говорят о пирамидах. Это вот знаменитая пирамида Гизы, которая рядом со сфинксом находится. Но начиналось все с мастаб, это такие надстройки, напоминающие заваленки. Ну, мастаба в переводе с арабского – это заваленка. А вот описать эту заваленку мы сможем буквально через несколько минут. Я напоминаю, египтолог Максим Лебедев в передаче «Данных». Максим, остановились на заваленках. Вы сказали, что пирамиды изначально, ну, то есть совсем в колыбели своей пирамидной, имели форму заваленок. Мне кажется, на территории Карнакского храма видел какие-то полузаваленки. Это совсем не то? На территории Карнакского храма остались части пандусов, которые использовались при строительстве отдельных частей храма. Там акрополи такие для бедных, вот недалеко от города. Да, и около пирамид этих мастаб сохранилось довольно много. Вот представьте себе скамейку, сложенную из кирпича. Вот на таких скамеечках любили по вечерам арабские мужички сидеть, ну и сейчас любят так делать. Это, собственно говоря, арабское слово, а поскольку надмогильный памятник напоминал арабам вот такие вот скамейки, они стали их называть тоже мастабами или мастабами. Затем египетские архитекторы, мы, возможно, даже знаем его имя, главного из них, это Имхотеп, ставят несколько мастаб одна на другую, и появляется первая ступенчатая пирамида, пирамида Джосера. Но египтяне тут дальше, и возникает идея о том, что можно построить такую идеальную, истинную пирамиду, грани которой гладкие. Первая попытка, она не удается, в погребальной камере появляются трещины, а вторая попытка уже срабатывает. И при царе Снофру, это отец строителей Великой пирамиды Гизы, самый большой Хуфу,
вот строится первая истинная пирамида. Что касается Судана, то на территории Судана невозможно археологически проследить этапы зарождения вот этой пирамидной формы, просто потому что они были заимствованы из Египта. То есть вот уже, получается, на первом этапе рассуждения мы поняли о том, что Египет опережает на короткой дистанции Судан. И на короткой дистанции опережает примерно 2000 лет, на те самые 2000 лет, о которых любят говорить суданцы. Это, на самом деле, распространенная легенда, с которой мы постоянно сталкиваемся, приезжая в Хартум и потом вот путешествуя по суданским деревням или там общаясь с официальными представителями Судана. Многие из них говорят, в том числе и министры, о том, что суданские пирамиды действительно 2000 лет старше египетских. Откуда взята эта цифра, не очень понятно. На самом деле, именно египетские пирамиды, к счастью или к сожалению, древнее суданских примерно 1900-1800 лет. Ага, то есть привирают. Понятно теперь. Мы-то знаем египетских деляк не понаслышке, да, когда общаемся с ними во время турпоездок частых, ну или в прошлом. А суданские не настолько популярны в нашем сознании. То есть они тоже любят, так сказать, себе накинуть заслуг. Похожи ментально эти люди друг на друга? Да, очень похоже. Дело в том, что, опять же, вот это соревнование между Египтом и Суданом очень похоже на то, что мы имеем, там, скажем, с Украиной. Дело в том, что природа очень похожа. В Судане не такая широкая Нильская долина, и климат посложнее. Там есть сезон дождей, но в общем и целом географические условия очень похожи. Говорят на арабском языке, принадлежат к общей культуре. И вот эта связь традиционно, она держится со времен 3-го тысячелетия, а то и 4-го тысячелетия до нашей эры. И египтяне, особенно после того, как Судан входил вместе с Судан и Египет образовывали единое государство, вот это англо-египетский Судан существовал. Времена колонии английской. Да, это 19 век. С тех времен египтяне как-то так привыкли относиться к суданцам как к таким братьям. Не до египтянам, младшим братьям. Такой эконом-вариант. Да. Ну и есть термин «люди Нила», который используется для обозначения и египтян, и суданцев. Ага, ну хотя бы это. Как у нас православные, да, вот есть такое обращение. Да, славяне. Да. Скажите, пожалуйста, а почему в размере так уступают? А для этого нужно понимать, откуда пирамиды в Судане взялись. Дело в том, что Египет осуществлял долгое время экспансию на территории от Древней Нубии, это то, что мы сегодня называем Суданом, захватывали территории вплоть до 4-го Нильского порога, потом откатывались назад, потом опять захватывали. Были местные суданские государства, которые пытались этому противостоять, нубийские государства, которые пытались этому противостоять, а потом в Египте рушится новое царство. Новое царство – это время Тутанхамона, Рамзеса Великого и многих-многих других замечательных царей. Жизнь замечательных людей. Да, потом Египетская империя, новое царство рушится. И Нубия оказывается предоставлена сама себе. И на какой-то период они возвращаются к своим древним традициям. У них есть цари. Цари в городе, судя по всему, находится, который называется Напата. Город этот был основан, кстати, египтянами. И там находился очень крупный центр почитания традиционного египетского бога Амона. Но египтяне ушли. А город остался, храм остался, и логично было бы сделать его резиденцией. Но цари, которые там правили, они строили для себя такие традиционные нубийские погребения, над которыми возвышался курган. И вдруг что-то на рубеже 9-8 веков происходит. И нубийцы вновь заинтересовываются Египтом. И более того, начинают на него претендовать. Подождите, что происходит-то? Неизвестно науке? Египет настолько ослаб, что нубийцы во-первых, он ослаб. Варежку, так сказать. Во-первых, он ослаб, и нубийцы стали думать о том, как бы эту территорию завоевать. Тем более, что нубийцы проникают на территорию Египта, опять же, там, с 3-го тысячелетия до нашей эры. Я понимаю, что они ассимилированы друг в друга. Да. То есть они прекрасно знали, что там происходит к северу от их территорий. Вот. Но есть еще другая теория. Например, ряд исследователей считает, что в это время громят культ Амона непосредственно в Египте, и часть жрецов бежит на юг, в Напату, где существует храм Амона, с которым существуют длительные связи, и там каким-то образом заинтересовывают
нубийскую элиту обратить внимание на Египет. И более того, нубийская элита как-то быстро египтизируется. Они при дворе начинают говорить на египетском языке. Они принимают такие египтизирующие имена и начинают претендовать сначала на Верхний Египет, а потом и отвоевывают, собственно говоря, весь Египет, подчиняют его и основывают так называемую 25-ю династию. Вот с 760 года и 89 лет вот эти черные фараоны, они правили Египтом. А известные имена, популярные персоны из этой династии? Да. Кто? Вот, например, Пианхи. Пианхи – это тот, кто окончательно объединил Нубийское царство и Египет. Молодец, мужчина, да? Мужчина, да. Слушайте, а вот тут уместно, наверное, все-таки спросить или сноску сделать, а зачем Египет так рвался на территорию Древней Нубии? Это выход к чему был для них? Ресурсы. Прежде всего, ресурсы – это золото, это экзотические всякие товары, страусиные перья, страусиные яйца, шкуры различных животных, слоновая кость. Да, всего этого уже не было. Да, смотрите, я посмотрела, естественно, фотографии, и Судан, он более зеленый какая-то страна. Ну, там даже есть какие-то элементы вот для глаза неопытного человека. Ой, вроде как на саванну даже похоже. Ну, понятно, наверное, что нет. Там существует травянистая акациевая саванна, да. Когда-то, еще в IV тысячелетии, она существовала и на территории Египта. Там водились и жирафы, и страусы, и слоны, но потом все это дело исчезло вот, по мере аridизации, то есть иссушения климата. Грустная история. Так вот, по поводу пирамид. Как они там объявились? Вот появились у нас нубийские цари, которые захватили Египет. Там они, конечно же, познакомились с теми формами царских погребений, которые практиковались, и, конечно, пирамиды их должны были поразить. Почему такая странная форма? Кусочки сыра, да? Непропорционально, если сравнивать с египетскими пирамидами, узкое основание, а сама пирамида довольно высокая. Такие пирамиды, они известны во времена Нового Царства, в районе Фив, причем частные лица их строили, и вот нубийские цари эту форму заимствуют. А первые пирамиды на территории Судана появляются в местечке Эль-Курру, это 4-й Нильский порог, это вот середина 8 века до нашей эры. Мы все знаем, благодаря Голливуду, конечно же, в том числе, насколько богаты были, да, и, может быть, до сих пор какие-то есть места еще слабо изученные, египетские пирамиды. Это легендарные места с сокровищницей и прочее, и прочее. А вот суданские пирамиды... Хотя, как правило, в пирамидах ничего не находят из сокровищ, но иногда случается. Не обламывайте нас, нам нравится эта история, да? Что, вообще ничего не находили? Нет, находили остатки царей, да. Да, на останках не разживешься особенно. Ладно, сравним все-таки богатство в денежном или, так скажем, в золотом запасе страны через несколько минут. В эфире снова передача данных. У микрофона Мария Баченина, египтолог Максим Лебедев. Идем по Судану и по Египту семимильными шагами, пользуясь возможностями радиоэфира. Остановились на сравнении двух стран в плане денег, да, в плане развития экономики, но вот вы остановились на том промежутке, когда уже... династия из Судана правила в Египте, и тем не менее, если немножко назад откатиться или же остаться в этом периоде, золотые запасы, учитывая, что в Судане научились очень давно добывать золото, кстати, как они его добывают? Золото, как правило, встречается в жилах, нужно породу размолоть, тщательно ее промыть, и потом вот из этой пудры выплавляется уже непосредственно. Там до сих пор много золота? Довольно много, и там работают, кстати, наши российские компании. В том числе есть компания «Куш». Хорошее название. Которая помогала и нашей экспедиции в том числе. Да, но почему Куш? Потому что египтяне называли так Нубию, в древности, и называли эту страну страной золота. А Куш на арабском языке это что значит? Это не арабский язык, это египетский язык. То есть это, видимо, какая-то передача местного названия. Получается, очень похоже на наш Куш, да, и можно даже аналогии провести. Хорошо. Была ли древняя Нубия богаче Египта, учитывая золотые запасы? Богаче Египта, видимо, нет, но золота там хватало. А почему они не были богаче? Потому что в Египте раньше цивилизация зародилась, и они знали больше и умели эти знания применять в жизни? Египет был более технологически развит долгое время.
Ну и с другой стороны, у египтян самих было довольно много собственных ресурсов, в том числе и золота, в Восточной пустыне. И там рабовладельческий строй, естественно, да? И там рабовладельческого строя, судя по всему, не было. Не было, да? Ну, дело в том, что... Кто же пирамиды строил, стесняюсь спросить? Пирамиды строили свободные земледельцы и мастера. То есть были профессионалы и были такие чернорабочие, которые привлекались сезонно. Рабство в Египте долгое время не было распространено, а если оно и было, то оно носило такой патриархальный характер, когда раб фактически находится на положении младшего члена семьи. Такое более или менее классическое рабство, оно появляется в основном в эпоху Нового Царства, и особенно там в первом тысячелетии до нашей эры. Надо понимать, что вообще для древневосточных обществ такое классическое рабство, когда человек является вещью, оно крайне не характерно. Максим, подождите, а мне стало любопытно, а как археологи определяют вот то, что тогда не было рабов? Вот, но это не археологи определяют, а историки, потому Хорошо, что... как историки определяют? Ну, это серьезно уже. Да, значит, по письменным источникам у нас есть определенные категории людей, да, и мы, сравнивая контексты, в которых эти категории людей используются, вдруг выясняется, что их, например, там нельзя продать, да, и они могут между собой заключать какие-то договора. То есть у них есть права? Сделки, да, но у них есть права, да. Слушайте, потрясающе. Или там его нельзя просто так убить. Просто так убить. Забавная формулировка. А что касается золота, которое можно было бы найти в суданских пирамидах, была такая идея в 30-х годах XIX века, когда на территорию Судана стали впервые проникать такие европейские, сначала авантюристы, потом исследователи. Он был один итальянец, у которого была идея фикс найти золото вот в этих суданских пирамидах. Он добрался до столицы Суданской империи. Это уже был город не Напат, а Мероя, потому что суданцы постепенно отступали все время на юг под давлением вот этой средиземноморской такой египетской цивилизации. И он просто-напросто начал разбивать пирамиды, будучи уверен, что они являются сокровищницами. Но дело в том, что это просто пустышка. Внутри суданские пирамиды часто либо забиты каким-нибудь щебнем, либо там просто камень находится. То есть они не полые? Нет, они не полые, нет. Но там ничего нету. А основные сокровища находились под землей. Давайте разберемся тогда с пирамидами, потому что, как выясняется, очень много стереотипов и ложных в первую очередь. Сравним устройство пирамиды, так сказать, в разрезе, товарищ археолог, египетскую и суданскую. Начнем, пожалуй, с популярной, с египетских. Египетские пирамиды, как правило, имеют... первые египетские пирамиды там, эпохи Древнего Царства, сначала они не имели никаких помещений внутри, да, затем появляются довольно сложные помещения внутри, затем они вновь исчезают. Подожди, в пирамиду можно зайти? Дверь там есть? Да, долгое время вход в пирамиду начинался в северной части, северной стороны. Почему? Потому что для нас это вход, на самом деле для, условно говоря, души царя это выход. Она будет обитать там, в северной части неба. Там же обитают и духи умерших людей. Соответственно, этот выход должен туда направляться на север. Да. Ну, а что касается суданских пирамид, то у них никаких помещений внутри этих, собственно говоря, построек надземных нету. Зато есть подземные помещения, где вот погребальная камера. Но это тоже через пирамиду можно попасть под землю? Это через храм, который находится при пирамиде. Да. То есть, как мы себе должны это представить? Стоит пирамидка, она не полая, она просто пирамидка. Да, это вот как-то такой могильный памятник. Да, рядом стоит храм, и там есть люк. Да, прям к пирамиде пристроен храм, да. И оттуда, значит, по-разному это устраивается. Ну, может быть, там, скажем, в пирамидах Эль-Куру это такой нисходящий, мы называем пандус, это слоуп, например. Да, пандус, да, такая дорога, которая ведет в погребальную камеру. Погребальные камеры часто расписывались, причем... Это большая комната? По-разному. В зависимости от статуса? От статуса, от времени, да, от тех средств, которые находились в распоряжении. Вот в Судане сегодня известно около 200, даже больше 250 пирамид. Богато. В Египте около 120, они немножко там не дотягивают, вот недавно нашли 119-ю.
Слушайте, Максим, простите, что я перебиваю. Что значит нашли? Она что, незаметно где-то там валялась? Египет замечательная страна. Мы очень мало его пока раскопали. Мы очень мало о нем знаем. То есть она была под землей? Она была просто засыпана. Вот представьте себе уровень, по которому ходили египтяне эпохи строительства Великих пирамид. Не могу представить, расскажите мне. Вот та непосредственно поверхность, по которой ходили люди во времена строительства пирамид, она сегодня находится на глубине примерно 5 метров. Ничего себе. 5 метров. Занесена песком, галькой, там, щебнем и так далее. А если пирамиды разбирались, там, скажем, в эпохе кризисов египетского государства, используют как каменоломню, в римские времена любили пирамиды поломать. Если она снижалась, там, скажем, до высоты 2, 3, 4, 5 метров, а потом ее заносило песком, то ее следов уже не будет видно. Терялась, и поэтому регулярно на территории Египта находят, вот за последние, там, с 2008 года нашли 17-ю, 18-ю, сейчас 19-ю пирамиду. И, раз она была затеряна, то археолог может найти там останки и понять, для кого это была пирамида? Да, устроена? вот, например, тут вот в 2000-х годах была найдена пирамида одной из царских жен, и там была найдена вполне неплохо сохранившаяся мумия, остатки погребального инвентаря, даже золото было найдено. А жен хоронили отдельно, в отдельных пирамидах? Или тоже... Да, в отдельных пирамидах, да. И нужно тут понимать, что вот если в Египте в пирамидах хоронили исключительно царей, либо царских жен, за исключением эпохи Нового Царства, когда пирамиды использовались в том числе как памятник над гробницей частного лица, то в Судане хоронили и царей, и царских жен, и царевичей. Вот почему их так много. То есть за сравнительно короткий промежуток времени строили их вот там с середины 8 века примерно до нашей эры. Мне суданцы сейчас, знаете, представляются такие новые египтяне, как у нас новые русские. А у нас будет много, у нас много золота, можем себе позволить хоронить всех в пирамидах. А вот я вспоминаю устройство погребения, так сказать, алгоритм погребения простых смертных. И к какому веку это мое воспоминание относится? Вы мне скажите, когда акрополи были практически как многоэтажные, их каких-то вот просто хоронили друг над другом, эти кладбища были. Друг над другом это прежде всего греко-римский период. Катакомбы так называемые. Да, и в некоторых таких помещениях могли класть там по 10, 12, 13 костяков, иногда и больше. Это просто была традиция или не было места? Удешевление, да, удешевление прежде всего. Оптимизация. Да. Хорошо, я так промежуточный знаменатель, с вашего позволения, попытаюсь подвести. Все-таки можно ли вообще сравнивать Египет и Судан? И если да, то по каким параметрам, признакам? Чем, собственно, мерится? Безусловно. Дело в том, что древнесуданская цивилизация, несмотря на то, что зародилась она, видимо, относительно независимо от египетской цивилизации, потом на протяжении тысяч лет испытывала очень сильное египетское культурное влияние. Плюс общая река, да, из-за которой сегодня египтяне и суданцы спорят постоянно, плюс еще и Эфиопия здесь подключается. Очень похожая экология, очень похожие схемы хозяйствования. Все это приводит к тому, что и ментально эти народы очень похожи, и с точки зрения материальной культуры они очень похожи. Поэтому, и когда египтолог оказывается в Судане, во-первых, он себя чувствует очень комфортно. Вот наш архитектор как-то, когда первый раз оказался, у нас на раскопках приехал из Каира в Хартум, и говорит, ты знаешь, Судан – это Египет 100 лет назад. Там действительно можно поехать сегодня к пирамидам и устроить, и там разжечь костер и посидеть под звездами, посмотреть. То, что посмотреть на пустыню или на лунную ночь. То, что совершенно невозможно сегодня в Египте. Потому что это запрещено просто-напросто разжигать костер, или в чем дело? Или звезд не видно? Нет, просто в Египте это все уже туристические зоны. Что касается Судана, то здесь с туризмом, конечно, очень сложно, потому что визу получить проблематично. Тогда о чем они вообще мечтают? Нет, чтобы упростить визовый Нужно режим? понимать, что власти в Судане находятся сегодня, исламисты, которые поддерживают тесные связи с братьями-мусульманами. Это крайне доброжелательный народ, да, но к иностранцам они относятся несколько подозрительно. Не простые люди, да, а вот чиновники. Поэтому визу получить довольно сложно, это недешево все. Но сколько стоит виза в Судан? Минутка рыночная экономики. Вот, около $100. Около $100, и это требует еще довольно много времени.
Вот. А женщин также к женщинам с подозрением относятся? Ну, вот знаете, как вот в восточные страны вообще на женщин так смотрят, ну, пожалуй, кроме Египта, не знаю. Женщина не замужем до 40 лет, все, она под грифом подозрительная. Мы очень переживали в свое время, когда наш антрополог хотела уехать одна самостоятельно, но вот мы работаем примерно, ну, больше, чем в 100 километрах к северу от Хартума, и эту дорогу нужно проделать на общественном автобусе обратно. Поскольку у антропологов, как правило, очень такой жесткий график работы, и нужно было раньше покинуть нашу экспедицию, мы очень сильно переживали. Но потом оказалось, что одинокая женщина вполне может путешествовать по Судану, и вообще народ очень доброжелательный, душевный, и, ну, это действительно Египет 100 лет назад. Ну, то есть вам они больше симпатичны, чем египтяне? Возможно, к Египту я просто больше привык, а Судан меня до сих пор еще удивляет и поражает. Как, собственно говоря, Египет, конечно, но Судан особенно. О Египте столетней давности через несколько минут. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина и египтолог Максим Лебедев. Остановились мы на том, что Судан для археолога, для ученого, для египтолога это Египет 100 лет назад. Расскажите, пожалуйста, о каких-то сенсационных, если они вообще были, находках в Судане и в Египте. Ведь по каким-то открытиям тоже могут соревноваться две страны. Соревноваться могут. Ну, дело в том, что, вот как я уже сказал, очень многие египтологи сегодня, перемещаясь на территорию Судана, что их там интересует? Прежде всего, очень хорошая сохранность памятников. Хорошая сохранность памятников и их малоизученность. То есть, ну, действительно, можно идти по пустыне и вдруг обнаружить совершенно новые там остатки какого-нибудь мироидского храма. Ну, Мероя – это заключительная фаза развития древнесуданской цивилизации. Угу. Хотя в Египте такое тоже возможно. Он там шел, упал, споткнулся гипс. У них шел, поднял глаза, хоп, храм стоит. Слушайте, ну это как-то странно. Столько нехоженных путей, что ли? Знаете, вот тут недавно был в оазисе Харга в Египте, это западная пустыня, и там в 2004 году, то есть 13 лет назад, был найден храм греко-римского времени. При нем церквушка раннехристианская. Над всем возвышаются сорцовые стены. Этот памятник находится всего в 20 минутах ходьбы от ближайшего поселения в этом оазисе. И тем не менее, этот памятник никому не был известен на протяжении 200 лет развития египтологии. Ну, возвращая нас все-таки к сенсациям, да, если они были. Ну вот из таких последних ярких находок, как ни странно, отличилась наша экспедиция. Почему это должно быть странно? Мы случайных людей не зовем в передачу данных. Мы зовем тех, которые делают сенсационные открытия. Вот многие называют это открытие десятилетия на территории Судана, когда в 2015 году мы совместно с нашими итальянскими коллегами обнаружили остатки Мироидского храма. Но таких храмов много, а вот внутри центрального святилища была найдена подставка из очень хорошего, качественного такого черного песчаника, подставка для священной ладьи. Дело в том, что культ в египетских храмах, а древние суданцы, нубийцы переняли эту традицию, подразумевало регулярные выходы божества, а поскольку это речная цивилизация, из храма, вынос статуи божества из храма. А поскольку цивилизация речная, то, как правило, выносили на такой модели ладьи. Потом эту ладью нужно было куда-то ставить. Вот. Это замечательная такая подставка. По 4 сторонам изображены богини, богиня-хранительница небес, они поддерживают небеса, рельефические надписи. Причем нам очень повезло, что эти надписи на египетском языке. Они датируют с 1 веком нашей эры. В это время, в принципе, мираиты, вот эти вот поздние древние суданцы, они стали использовать свой собственный язык, который до сих пор не расшифрован. Вот. Нам очень повезло, что в это время ходил мираитский египетский язык, но в этом месте, в этом храме, слава богу, тексты были составлены на египетском языке, мы смогли их прочитать. Вот. И в том числе там упоминается царь, который построил этот храм, Натакамани, его жена Аманиторы. Что это вам дало? И нам дало, соответственно? Подставка уникальная. По своей форме, по содержанию надписей. Памятника такой сохранности вот на территории Судана уже долгое время не находили. Вот. А что это нам дает? Это прежде всего
предоставляет в наше распоряжение новую информацию о египетско-суданском синкретизме. Вот такое, то есть это залатало очередное белое пятно в истории. Да, да. Кто был от сих до сих и на ком был женат, так сказать. Да, и кроме того, этот памятник, он имеет хорошую датировку, потому что там есть имя царя, мы теперь знаем, когда был основан этот храм, а это позволяет глубже проникнуть в историю всей столичной области, вот вокруг этого столичного города Мероя. Максим, а что делают с открытыми памятниками, тем более в такой хорошей сохранности? Вокруг них заборы возводят или музей, вывеску делают, деньги за просмотр брать наша основная начинают? боль, вот вы Катар сегодня упоминали, дело в том, что, но не упомянули, что Катар сейчас начал большую программу по поддержке археологических исследований на территории Судана и музеификации многих суданских памятников. Это миллионы долларов. Вот в одной из таких экспедиций я работал, как раз вот в этой самой Напате. Есть два варианта. Дело в том, что на территории Судана у нас есть сезон дождей. Поэтому если мы оставляем памятники открытыми, они будут просто разрушаться. В отличие от Египта, где дожди являются относительно редкостью. Сильные дожди. Хотя тоже порой случаются прям ливневые. Поэтому либо мы их закапываем, что, как правило, и делается. В конце сезона мы все должны засыпать обратно песком. Либо строятся навесы, сажаются гофиры, это охранники. Мартышкин труд. Раскопал, закопал. Это очень обидно, потому что в конце каждого сезона вот мы готовим раскоп под фотографию, которая потом пойдет в публикацию. Он идеально вылизан, потому что к вечеру дня, предшествующего засыпке. А почему к вечеру? Потому что есть две возможности сделать хорошую фотографию. Это либо на закате, либо на восходе. Вот. И мы делаем эти закатные красивые фотографии, такие романтичные. Вот. Потом приходим рано-рано с утра, делаем фотографии на восходе, и в это время памятник просто идеально вылизан, и кажется, вот сейчас нужно остановиться, и нам бы еще недельку просто походить, поизучать каждый кирпич, описать каждую конкретную стену, вот как-то подумать, потому что вот когда у тебя все в общем виде, какие-то новые мысли приходят. Картина маслом да. Но, к сожалению, всегда этого времени не хватает, и приходится засыпать. И когда сравнишь фотографии, сделанные утром и сделанные вечером в этот же самый день, все плоско, все покрыто песком, это особенно обидно. А потом вы что, тут флажок втыкаете, возвращаетесь и снова раскапываете, когда это необходимо, или все больше? Да, у нас есть сетка, да, у нас есть точки, которые непосредственно на памятнике. Вот мы возвращаемся каждый год, вот эту сетку восстанавливаем, но уже Кто копаем. охраняет, пока вас нет? Поскольку мы засыпаем, никто не охраняет. Вот. Если бы мы не засыпали, то нужно было нанимать гофира, это охранник, который вот будет там сидеть. А правильно ли сделать вывод, что раскопки ведутся тогда в режиме секретности, чтобы вандалы, если они вообще там существуют, не узнали об этом месте? Раскопать-то они тоже могут? Нет, местные жители очень хорошо знают, где находятся древние памятники, и даже вот то место, где мы копаем, оно называется там место неверных, холм неверных, место неверных. Почему неверных? Вот. Но, видимо, в народной памяти живы воспоминания о том, что когда-то здесь жили не мусульмане. Не мусульмане, видимо, христиане, потому что позднее на территории этого Мирайского храма был такой довольно большой некрополь христианского времени. Мы не говорим, что это христианские могилы, не все, по крайней мере, из них, видимо, христианские, но христианского времени, то есть эпохи Средневековья. А это пластами вот этот, или это замес какой-то двух религий, двух пластов времени, вот получается двух культур, христианской и мусульманской, то есть одно над другим? Мы долго думали над нашей стратиграфией, сегодня она, слава богу, довольно ясна. Вот у нас в первом веке нашей эры появляется Мирайский храм, затем он приходит в запустение по непонятной причине, возможно, во втором веке, видимо, или на рубеже второго-третьего веков, возможно, это связано с землетрясениями, которые в это время потрясали территорию Судана. Затем культ там восстанавливается, там подновляются стены, какое-то время продолжается, но, видимо, к IV веку храм окончательно забрасывается и разрушается. Причем любопытно, что вот между этими первым периодом процветания и восстановлением храм разбирали, и часть материалов, особенно обожженные кирпичи, использовали для более поздних, но еще мираитских построек, еще языческих. Какие они экономные. И в это время культ в храме продолжался. То есть часть храма разбирали, но при этом святилище еще продолжали поклоняться тому божеству. Святилище – это аналог алтаря? Да. Кстати, алтарь мы тоже нашли рядом с этой подставкой, там тоже были надписи. Так вот, а затем храм окончательно рушится. Надо понимать, что основные его стены были построены из кирпича сердца, и он постепенно оплывает в результате вот этих дождей регулярных.
И когда еще стены мирейские были видны, сюда приходит средневековое население или начинает использовать это место под некрополь. Почему под некрополь? Почему именно это место? Потому что наш памятник находится в устье Вази, это такая пустынная долина, которая сезонно разливается, в сезон дождей. А наш памятник не затопляется, потому что это возвышенное место, такой холм, наросший на мирейском храме. Холм не заливается, и, соответственно, сухое место хорошо использовать для кладбища. И вплоть до 12-13 веков здесь хоронят людей, а потом, вплоть до 19 даже начала 20 веков, сюда иногда приходили там пастухи какие-то, которые делали поилки для скота. Ну, в общем, то есть, получается так, сначала храм, если мы разрежем, в разрезе сначала храм, потом еще раз храм. Потом еще раз храм, потом некрополь, а потом уже местное мусульманское гумус население. от пастухов оставшийся. Да. Слушайте, но получается что? Получается, со счетом 1-0 сегодня выигрывает Египет, так или иначе, хотя говорили, заметьте, мы больше о Судане. Давайте 1-1, потому что когда египтяне забывают своих богов, Судан становится последней территорией, где еще продолжают и понимать египетский язык, возможно, но самое главное, почитать египетских богов. Да вы что? До сих пор? Нет, не до сих пор, но... Вы шутите? Нет, я не шучу. Но когда в Египте утвердилось христианство, Судан держался, на территории Судана еще помнили египетских богов. Это заслуживает, конечно же, 1 балла, поэтому победила дружба. Спасибо вам огромное, Максим Лебедев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, египтолог. Еще раз, Максим Лебедев, благодарю. Спасибо вам, всего доброго. Передача данных успешно завершена.